Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Продолжаем шить костюм для моей невестки Сонечки. И после брюк мы приступаем к пошиву топа. Топ выглядит следующим образом. Здесь рельефчики, выточка. Со стороны спинки шнуровка, тоже выточки. Топ чуть выше, нет, где-то по линии талии ориентировочно. Рукав широкий на резиночке, спускается по плечу. И шнуровка, которая будет на спинке, будет очень длинный ремешок 3 метра. Он еще вокруг талии будет обкручиваться. Вот такая задумка. Всю эту красоту можно сделать на основании базовой конструкции. Она у вас есть. Только нужно ее построить без прибавок. Четко, плотно сидящую конструкцию. Просто не добавлять прибавок, а все остальное аналогично, как я рассказывала вам у себя на канале. Ссылку вы сейчас увидите на экране. С чего начинаем? Начинаем с моделирования выточки и выточек по линии талии. Так, приступаем к моделированию. От линии талии отступаем, я уже отметила для себя, 3 сантиметра. И так по всей базе и по спинке, и по переду отмечаем для себя линию на 3 сантиметра выше линии талии. По переду я немножечко меньше отступаю. Вот потом решим, так или не так. Сделали. Здесь 3 сантиметра. Выточку оставляем, бок оставляем. Поднимаемся от линии груди, в моем случае, на 10 сантиметров. И отрисовываем линию. И здесь отступаем от проймы сантиметр-полтора. Здесь тоже и углубляемся. Эта деталь готова. Ее больше ничего с ней сделать не нужно. Остальные все манипуляции мы будем делать передом. И я непосредственно наложу сюда кальку и вырежу для того, чтобы вам показать, как закрыть выточку. И выточка будет открываться в бок. Просто не хочу резать базовую основу, показываю только на ней. 7 сантиметров от линии талии, от проймы опускаемся, ставим линию и соединяем с центром груди. Вот так. Здесь тоже будет пройма углубляться на расстоянии где-то 2,5-3 сантиметра. Вот так. Она тоже будет уточняться, но вот здесь будет 3, здесь 1,5. Но вот это все нужно вырезать уже на человеке. Здесь нет точных ориентиров. Вот. И выше линии груди я тоже поднимаюсь, но только на 8 сантиметров. И эти линии соединятся после того, когда выточка откроется. Здесь же я хочу показать, что от центра груди на расстоянии 8 сантиметров, вот здесь 8, а здесь на расстоянии 4,5 будет идти рельеф. Рельеф идет плавный, вот таким образом, и по талии 10 сантиметров от уже конечной точки. И вот такой рельеф мы вырисовываем. Здесь будет открываться выточка. Бачок можно тоже отрезать, он готов. Это линия проймы. И нам осталось только закрыть эту выточку и открыть ее вот в эту точку. И затем оформить линию выреза. И все, наш топ будет готов для раскроя. Теперь берем кальку и переводим детали. Спинку я уже перевела. Еще такой момент. Смотрите, вот видите, спинку перевела. Отступаем 3 сантиметра и уменьшаем спинку. На этом месте будет шнуровка.
Вот здесь будут крепиться петелечки. И затем все зашнуровываться. Так выглядит спинка. Вырезаем и выкраиваем. Выкраивать я буду по 2 детали. То есть подкладка будет у данного топа. Мне кажется, так будет интереснее. Обязательно буду дублировать вверх тонким-тонким трикотажем, для того, чтобы это смотрелось гармонично. Вот, теперь касаемо переда. Линию рельефа провела. Теперь еще одна линия должна быть, которая, вот здесь эта выточка должна быть закрыта и открыта перед рельефом. Я сейчас уложу бумагу и покажу, что я имею в виду. Вот смотрите, эта выточка, она маловата, ее нужно увеличить. То есть я вот сюда откладываю не эти 2,5 сантиметра, а 4. Для того, чтобы было очень плотное прилегание. И рисую рельеф, полностью его переснимаю. Намечаю линию стыковки с выточкой. И теперь намечаю линии так, чтобы было понятно. Это выточка. Выточку тоже рисую. А теперь перекраиваю. Вот здесь так должна идти линия. Вот эта. И теперь, закрывая выточку, перемещаю. Все вокруг центра груди перемещаю. И получается вот нужный нам рисунок передней половинки. И вот та точка, в которую нужно сойти, вот что получается. Здесь мы четко рисуем, как мы хотели, вверху. Вот. Это деталь бочка, это деталь непосредственно переда. И вот эти линии выточки нужно уравнять. Они должны быть одинаковые. Поэтому измеряем бочок, измеряем вот этот участок, не забываем, и уравниваем перед. Как это можно сделать? Просто вырезать сейчас, выточку закладываем и измеряем. Вот что получается. Но теперь надо уравнять выточки. И у меня получились они не одинаковой длины, поэтому я приклеиваю бумагу здесь. Теперь выточку закрываю. Вот что получается. И теперь только могу обрезать. Вот. И здесь вот плавненько тоже сведу вот сюда. Чуть-чуть не хватило, надо доклеить. Чтобы было понятно. Вот. Теперь проведу четкую линию. Линия по выточке. Вот она. И вот сюда плавно сходит. И сейчас замерим этот участок. Так выглядит бочок. Теперь берем гибкую линейку, измеряем сам бочок. Вот, плавненько измеряем его. И выходим на вот эту точку. Ставим здесь себе ориентир. Вот.
И отрезаем ровно переднюю половинку. Вот что получилось. Здесь сгиб. Я буду выкраивать детали по 2. Вернее, вот этих будет 4, этих будет 2 со сгибом. И спинки тоже будет 4, для того, чтобы уплотнить наш топ. Если найду ткань, которая подойдет по цвету, значит не из основной буду выкраивать, а еще из дополнительной подкладочной. Ну, на данном этапе планирую непосредственно из основной ткани. Мы получаем детали. Вот они. Вот такие детали. Приступаем к раскрою. Приступаем к моделированию рукава, и нам опять же нужна база. Здесь мы с вами отметили, как у нас будет идти пройма. И теперь эту пройму нужно перенести на лист бумаги, на вспомогательную бумагу, которая нам пригодится. Для этого мы укладываем и отмечаем линии. Вот эти линии. И середину рукава. Здесь пишем спинка, а здесь пишем перед. И вот эти 2 дуги нам понадобятся. Вот так можем для себя ограничить. Покажу построение рукава на бумаге, чтобы было понятно, для чего мы переснимали с основной базовой конструкции. Это нужно. Значит, я буду кроить на ткани, не хочу делать дополнительную бумагу, резать. Поймите, пожалуйста. Значит, измерив руку там, где будет резиночка, у меня получилось сантиметра 24. Вот я увеличиваю на 2 до 48, посередине рисую линию. Вот. И теперь нужно определиться у рукава, насколько нужно вот сюда спускаться. Это рукав, так выглядит. И чтобы четко это понимать, для этого перед мы укладываем на эту сторону, а спинку на эту сторону. И мы будем четко понимать, что нам нужно. Здесь сборка не нужна, нужна сборка только вот здесь. И прямой квадрат, вот такой, мы вырезаем. Не вырезаем, сначала отмечаем. Это у нас перед. Это спинка. По переду 50 сантиметров. Я немножко приподнимаюсь, а по спинке опускаюсь. Вот так. Значит, припуски везде. Вот здесь у нас сантиметр. Здесь кулиска. Оставляйте сантиметра 3. И здесь вниз сантиметра 3. И все. И рукав готов. Больше ничего. То же самое я сделаю на ткани. Вот для чего я четко переснимала все контрольные линии с проймы. Так выглядит раскрой рукава уже вживую. Ткань, сложенная пополам. Я делю пополам еще раз. Откладываю в сторону 48 сантиметров, а потом к этим уголкам прикладываю снятые с базовой конструкции дуги, то есть пройму. Все, и продлеваю вниз. Длина у меня 50 сантиметров плюс 3-4 сантиметра на кулиску и вниз в том числе. Не забываем, что со стороны спинки опускается полукруг, а здесь немножко поднимается полукруг по переду. И тоже те же 3-4 сантиметра на кулиску. Вот такой простой крой. Итак, детали кроя на столе. Так выглядит рукав. Широкий рукав. Здесь будет резиночка, здесь резиночка. Кулиску можно сразу уже обрабатывать, то есть обрабатываем либо оверлоком, либо в подгибку, и здесь
просовываем резиночку по ширине руки, а там по ширине плеча. Шов стачиваем и обрабатываем на верлаке. Теперь бочок, 4 детали, спинка, тоже 4 детали, и перед 2 детали, потому что со сгибов. Все соединяем, но одну из деталей мы обязательно дублируем. Сейчас я вам покажу, какой клеевую я использую. Вот такой тонкий трикотажный дублерин. И одну из деталей, например, верха, я всю продублирую для того, чтобы он был жестко. Вот. И соединяем по всем ключевым точкам, по выточкам, боковым, по рельефу. И готовимся к примерке. Продолжаем собирать. Соединили по всем деталям. Боковой, рельеф, выточки. Еще по краю я дала стабилизирующую строчку для примерки, чтобы не растянулась. И теперь, чтобы быть более точным, сделала с одной стороны на расстоянии 1 сантиметра, проложила шнурочек. Вот так. Значит, как я заготавливала шнурочек? Косую бейку шириной 2,5 сантиметра я соединяю вот на ширину лапки, ну, наверное, 4 миллиметра. Аккуратно соединяю. Та нитка, которая образовалась, я ее вытаскиваю чуть-чуть подальше и в нее вставляю иголку. Эту ниточку вставляю в большую иголку, чем толще, тем лучше. И прежде чем выворачивать, нужно аккуратно высечь, оставить буквально там миллиметр до строчки и всю ширину бейки вырезать. Все, обрезали. Теперь нитку присоединяем к этому шву и заправляем вовнутрь тупым концом иголки. Самое сложное будет заправить самый краешек. Нитку не сильно длинную делайте. И теперь вот этот уголочек нужно чем-то заправить. Толстой иголкой, ножничками. Нужно, чтобы этот краешек зашел туда. Делаем это аккуратно. Все это засовываем и потом поддергиваем. Вот что в итоге получается. Видите, краешек туда зашел. И теперь я иголку перемещаю дальше. И оно постепенно выворачивается. Продлеваем. И вот так выворачиваем. Просовываем иголку. И это аккуратно выворачиваем. Чем толще расстояние от сгиба, тем, конечно, вывернуть легче. Ну и такую тоже можно сделать. Аккуратно выворачиваем. Доходим до конца, достаем иголку и потихонечку теперь подтягиваем. Нитка должна быть прочная, чтобы она не оборвалась. И теперь можно тащить за сам шнурочек. Получается вот такой шнурочек. Его нужно будет приутюжить и использовать для настрачивания. Для настрачивания я наметила линии. Теперь по линии укладываю и вот так зигзагом укладываю петельки по наметке и прокладываю строчку. Пристрачиваю я без наметки, отверну подгибку, уравниваю краешек и просто обычной строчкой
Теперь разворачиваю и строчу дальше. Растрочила, веревочку поворачиваю в другую сторону и тоже пристрачиваю. Теперь разворачиваю, и это все по наметочке. Буквально там по 5 миллиметров выпускаю и прострачиваю. Можно закреплять. Если у вас получаются крупные, то можно еще чуть-чуть дальше сделать строчку, и тогда они будут помельче. И вот так по всей длине спинки. Для шнуровки потребуется специальный поясок. Ширина полоски поперечная я вырезаю 4 сантиметра. Затем от середины, так удобней, сразу вот так сворачиваю и без всяких наметок строчу. Аккуратно, все 3 метра длина моего пояса будет, потому что она обкручивается вокруг талии 2 раза и еще сама шнуровочка. Поэтому сделаем 3 метра, в крайнем случае отрежем. Для этого 2 полоски по 1,5 я соединила посередине. Вот шовчик. И теперь от него в одну и в другую сторону буду строчить. Получается аккуратный поясок. Низ рукава мы готовим под резиночку, то есть вот таким швом подстрачиваем я с помощью магнитика. Значит, вверх то же самое, таким же швом я обработала. Сюда вставится резиночка. Вот, и можно заутюжить. Начинаем строчить от бокового, вернее от нижнего. Вот, устанавливаем линеечку на нужную нам ширину. У меня где-то 1,5 сантиметра. И потом вставим резиночку. Начинаю строчить. Иголки желательно вынимать. Заранее только. Вот так я натягиваю. Смотрю только на магнитик. Аккуратно прижимаю пальчиком. И прокладываю ровную строчку параллельно краю. Опять вытаскиваю иголочку. Тем, кто не умеет, конечно же, приметывайте. Получается красивая ровная строчка. И потом уже резиночку я вдену, показывать не буду. Это просто. Поверху резиночку продели. И по низу тоже для примерки приготовились. Вот. И теперь нужно либо приметать, либо на крупном стежке в пройму вметать рукав. Для этого мы соединяем лицо с лицом, выпускаем где-то сантиметр на обработку и притачиваем рукав в пройму или втачиваем. Я ставлю крупный стежок для того, чтобы не приметывать. Мне так удобней. И аккуратненько на ширину лапки это делаю. Потом нижняя часть топа будет обрабатывать пройму. И оверлока здесь не будет. Вот так аккуратно все вметываем. Здесь тоже оставляем сантиметр. Но мы краили сразу правильно. Вот эти все вещи. Резиночка здесь закреплена. Останавливаемся где-то в сантиметре. И закрепляем. В итоге мы получаем вот такой красивый рукавчик вметанный. Вот смотрите, как красиво получается.
И после этого будем уже обрабатывать верх нижней частью топа. Собрала все. Еще не собирала нижнюю часть, но это после примерки. И вот сделала шнуровку, не показываю, как я ее делаю, потому что я от нее избавляюсь. Мне не понравилось. И концепция меняется. Будет молния сзади. Вот. Мне кажется, это будет интересней. Слишком все перекашивается. В общем, даже рассказывать не буду, как я это делала. Отпарю и все. Наметила линию, по которой будет соединение вот иголочками. Все хорошо село на мою красавицу. Вот, подколола длину, как нравится ей непосредственно. Вот. Сейчас аккуратно по наметкам все отрежу и осноровлю нижнюю часть топа. Значит, по верху мы наметили вот здесь, если может быть видно, вот здесь чуть-чуть ниже я сделаю вырез сантиметрика на 2. Все остальное отлично. Ну и посмотрите, как смотрится рукав. Вот так смотрится рукав. Куда я буду вдевать поясок? Поясок я буду вдевать в нижнюю часть, вот здесь, там, где будет втачиваться молния, и точно так же будет все обкручиваться, как и мы и планировали. Просто на этом месте будет потайная молния, направленная раскрыванием вверх. То есть вот так вниз будет раскрываться, и благодаря резинкам этого будет достаточно. Разъемную молнию делать не обязательно. Приступаем к изготовлению нижней части аналогичным способом, а вот уже обработку нижней части, вернее верхней части нижней, я, конечно же, покажу. Собрали нижнюю часть топа точно так же. Единственное, по пройме, по верху я где-то на 2-3 мм сделала короче, потому что будет перекат. И для того, чтобы нижняя часть не выглядывала. Осноровила детали, все очень четко, чтобы все совпадало по всем срезам. Теперь на основной детали, на линии бока, вот эти хлястики пришила, для того, чтобы ниточка сюда проходила с одной и с другой стороны. И заутюжила край, в который будет вметываться молния потайная. Для этого участок от верха нужно застрочить где-то сантиметра на 2,5-3. Как на основной детали, так и на детали подкладки. Вот так мы складываем и застрачиваем вот этот участок. И вот в заутюженную часть сюда обычным способом, я уже показывала много раз, у меня на канале есть. Смотрите, пожалуйста, втачивается молния. Молнию вшили. Вот так это выглядит. Этот участок, если помешает, его можно обрезать. Он остается внутри и не будет царапать. Но в моем случае он, по-моему, очень хорошо завернется. В общем, посмотрим. Если что, можно обрезать. Теперь вшиваем рукав второй. Первый я вам не показывала, наверное. Значит, останавливаемся в сантиметре, прикалываем иголочкой. Затем на боковом соединяем. И затем вот здесь точно так же останавливаемся в сантиметре и втачиваем пройму. Рукава втачали. И теперь берем подкладку, тоже соединенную, вот эти 3 сантиметра обязательно. Складываем лицо с лицом и соединяем иголочками по всем контрольным точкам. Вот это контрольная точка. И когда будем сшивать, нам нужно четко попасть вот в этот уголок. Вот сюда. Теперь для удобства я выворачиваю рукава, чтобы показать, как по пройме пойдет. По пройме вот так все. И попадать нужно в строчку.
Строчить лучше по этой стороне, там где строчку видно. Совмещаем все срезы. Точно так же скрепляем. И точно так же попадаем, совмещаем этот уголок. И все вокруг соединяем. Теперь по верху строчим. И так по всему кругу. Останется только там, где молния, и внизу, пока не строчим. В итоге мы получаем вот такой топ. Внизу еще не обработан. Значит, по линии горловины я сделала расстрочку шва. То есть отодвинула вот так в сторону. И дала строчку в край шов в сторону подкладки. И то же самое можно сделать со стороны спинки. Точно так же. Значит, со стороны спинки я вот здесь буду обрабатывать вручную в районе молнии. Сначала приклею на клеевую паутинку, а потом вручную приметаю. Так будет лучше. Значит, что еще я забыла сделать? Работа над ошибками. Сейчас выверну на лицо. Забыла я совсем про поясок. Поэтому до обработки его нужно вставить, разрезать пополам. Все эти 3 метра теперь. И разрезанный край вставить под молнию. Вот сюда. То есть вот чуть-чуть подпарю и вставлю. Вот. И потом, после этого, нужно будет соединить по нижнему срезу. Сложить лицо с лицом подкладку. Сейчас я разверну, раскрою. Все выворачиваем. Вот. И начинаем соединять. Не запутайтесь. Нужно лицо с лицом. Со стороны молнии начинаем. Вот так аккуратно проворачиваем. И соединяем по низу, по заутюженному краю. Вот так, в круговую. Оставляем только на линии молнии отверстие. На этом этапе новичкам будет не так просто. Смотрите, вот я вставила веревочку. Теперь с той стороны, со стороны молнии загнула и начинаю строчить по низу. И вот я останавливаюсь, совмещая все швы. Здесь будет не давать нам развернуть, и вам нужно вот так изнутри подтягивать до середины топа. Дострачиваем, и то же самое делаем с другой стороны. Я строчу по заутюжке, не наметывая, вот так все время выправляю. Топ маленький, поэтому по-другому не получается. Ставлю закрепку из-под машины, вытаскиваю. Теперь назад все это выворачиваю, чтобы вам показать, что я имею в виду. Вот что получается. Здесь специальный хлястичек. Вот низ. Нам его нужно обязательно приутюжить. Вот. И из-за того, что он узенький, нам приходится строчить. Вот я где-то до середины дострочила. И теперь нужно то же самое делать, но с другой стороны. Вот с этой стороны опять обогнуть подкладкой. Здесь внутри подкладка. Вот она. Мы должны вот так сложить подкладку в край. Вот. И начинаем застрачивать по низу, доходя до того участка, где мы с вами остановились. Ну, как всегда, иголка у меня вытащилась, но смысл должен быть понятен. Итак, топ готов. Так он выглядит. Осталось только отутюжить. Это лицо, это изнанка. Так, с лица
ниточки нужно пообрезать на лицо, потом выверну. Хочу показать, как выглядит молния. А с этой стороны тоже все очень аккуратно. Единственное, я здесь прикрепила на паутинку клеевую, но этого недостаточно. Вот сюда беру нитки в цвет и аккуратненько заметываю край. Так будет понадежнее. И все. Блузочка наша готова. Сейчас выверну на лицо. Вот что получается. Чудесный топ получился у меня. Обязательно увидите на моей модели, но только уже с брючками. Вот так это выглядит, смотрите. А здесь будет завязочки на животике. На мой взгляд, очень хорошо. А со стороны спинки здесь будет крест-накрест. Вот так. И затягивать по линии талии. Вот так выглядит застежка. И сюда достаточно места, чтобы войти худенькому телу. Вот такая модель. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И обязательно шейте, не бойтесь, у вас все получится.